Здравствуйте, дорогие друзья! В прошлый раз мы с Заей и Кисей рассказали о технических особенностях колоратурных сопрано. Ссылку я оставлю в описании к ролику. Остается прояснить эстетическую сторону. Чем же в пении колоратур надо наслаждаться? Конечно, верхними нотами. Обидно, но запредельную фа третьей октавы или даже соль колоратуре так не рукоплещут, как тенору за его дошник. Колоратурный фашник появляется чаще всего в самом конце, как длинная выдержанная нота или внутри финальной каденции. До этой ноты в произведении накапливаются эмоции, нагнетается напряжение. Высокая нота должна снять его, выражаясь музыкальным языком, разрешить. В некотором смысле в сочинениях для колоратур все произведение создается ради этого. Если певица не берет эту означенную высокую ноту в конце, не разрешает музыкальное напряжение, произведение оказывается несостоявшимся, а публика разочарованной. Поэтому совет для неколоратур, у которых все остальное пролезает в диапазон. Не надо пытаться петь сочинения, для которых у вас нет только верхней финальной ноты. Даже ее отсутствие достаточно для того, чтобы публика сделала вывод о вашей профессиональной несостоятельности. И никакие отговорки «я певица, я так слышу, это новая исполнительская интерпретация» не сработают. Не позорьтесь! Кстати, есть некий топ произведений для колоратур, из-за отсутствия в которых ожидаемой верхней ноты публика испытывает самое большое разочарование. Конечно, это все та же вторая ария «Царицы ночи», ария-символ, ария-герб колоратурных сопрано. Но эти фашнички берутся на стаккато. Царапнуть их коготком – это совсем не то, что спеть другой фашничек во второй части концерта Глиера для колоратуры и оркестра. Отсутствие этой фа еще больше разочаровывает публику. Эта нота должна держаться до самого конца. И знаете, что она символизирует? Победу СССР во Второй мировой войне. Рейнгольд Глиер писал первый в мире концерт для голоса в непростое время в 1943 году. Он создал концерт в двух частях, где выразил два полюса чувств, не только своих, но миллионов других людей. Первая часть концерта, щемящая, тяжелая, напряженная, рассказывает об эмоциональном гнете от ужасов войны. Вторая часть, радостная, яркая и сверкающая, символизирует надежду на светлое будущее. Финальная нота у исполнительницы – это торжество мира, света и радости. И эта нота должна прозвучать в конце. Даже если слушатель не знает историю создания концерта для голоса и его идею, он все равно это интуитивно чувствует. Но недостаточно просто взять верхнюю ноту. По-настоящему она хороша, когда на ней делается филировка, исполнение громкости от пиано к форте, от форте к пиано или туда-сюда. Громкость должна увеличиваться плавно и постепенно, а вибрация на ноте должна быть ровной. Один нюанс, которым наслаждаются в пении колоратур – упомянутые стаккато. Они должны быть легкими, точными, стремительно сменяющими одна другую. Ни одному другому голосу композиторы не пишут в ариях и романсах столько стаккато, потому что это отчасти бессмысленно, ведь у других голосов они гораздо тяжеловеснее, и есть разница между порхающим мотыльком
и порхающим слоником. Колоратурные сопрано могут исполнять сложнейшие вещи в быстром темпе. Вот так скакать по нотам на стаккато – это высший пилотаж. К нему же относятся и длинные фразы с обилием мелких нот, исполняемых связно и на одном дыхании. Колоратурные сопрано – наследницы искусства моих любимых кастратов. От этих последних берет свое начало птичья тематика в репертуаре колоратур. Голоса кастратов были такими гибкими и управляемыми, что их сравнивали с соловьями и писали для них арии, в которых говорится об этих птицах и имитируется их пение. В задачу певца входило не только натурально изобразить певца природы, но техникой показать, что человек и облагороженный, отточенный, целенаправленными занятиями звук стоит выше этой самой природы. Когда кастраты вымерли, их место заняли колоратуры. Конечно, они не демонстрируют такого шокирующего несоответствия мужского пола и женского голоса. Но у тех, у кого оно есть, контртеноров, чаще всего гибкость голоса и, следовательно, техника гораздо ниже, чем у колоратур. Потому этих последних надо предпочесть, если речь идет не о визуальном эффекте, а о качестве звучания. И слушать в исполнении колоратур птичий репертуар. В нем лидируют, конечно, соловьи, но еще колоратуры поют о ласточках, жаворонках, канарейках и многих других птицах. Кому же еще чирикать, как не им? И, кстати, кого из колоратур надо слушать? В прошлом и в этом роликах я использовала кусочки сэр Найзак, моим педагогом в аспирантуре Кларой Кадинской, Деборой Пантофель-Ничевской. В 20 веке сделаны восхитительнейшие записи не только их голосов, но и многих других колоратур. Краткий список тех, кого можно и нужно слушать, я прикреплю в моей группе в Телеграме. Ссылка тоже будет в описании к ролику. Вернемся к птичьему репертуару. Соловьи в нем, как я сказала, самые популярные. Более того, соловей Алябьева – лидер среди всех соловьев, и он имеет множество вариантов, которые сделаны исполнительницами. А Алябьев этих каденций не писал. Его соловей крайне прост и рассчитан на очень слабые певческие возможности, применимые даже в домашнем музицировании. Но певицы сделали из него подлинный концертный номер. Еще при жизни автора соловей стал пользоваться такой популярностью, что Алябьев написал продолжение «Прощание с соловьем», где таки отдал дань колоратурным украшениям, написанным на этот раз им самим. Он вставил распевы и группетто. Впрочем, и этот романс настолько прост, что подходит для домашнего дилетантского музицирования. И, кстати, «Прощание с соловьем» не приобрело популярности своего предшественника. К сожалению, мы не можем послушать его в исполнении Генриетты Зонтак или Адалины Патти, подаривших им свои каденции, ставшие классическими. Но очень много прекрасных записей есть из 20 века. Лично мне нравится вариант Пантофель-Ничевской и польской колоратуры Боньи Сокорской. В одном из писем своей многолетней спонсорши баронессе фон Мекк Чайковский писал о соловье Алябьева. Иногда в музыке нравится что-то совершенно неуловимое и не поддающееся критическому анализу. Я не могу без слез слышать соловья Алябьева, а по отзыву авторитетов это верх пошлости. Предположу, что Петр Ильич подразумевал голую авторскую версию романса, так как Чайковский ненавидел все
украшательства и ненужную мишуру. Но романсовым гимном колоратур этот соловей стал именно в изукрашенном виде, и вряд ли можно говорить об особенной его ценности без этих чудесных стаккато. И последнее, что я назову сегодня и чем надо наслаждаться в пении колоратур. Высокие ноты на пианиссимо. Моя абсолютная фаворитка си бемоль второй октавы в сцене «Тайной Снегурочки» в исполнении Валерии Барсовой. Я слыхала много этих си бемолей на пиано, но этот вариант лучший. Осторожный, нежный, мягкий, взятый тишайше и при этом наполненный, оформленный, на дыхании, красиво тембрально окрашенный. В одной этой ноте кроется весь класс исполнительницы. Это безусловный эталон, к которому надо стремиться. Как? Вам все еще не нравятся колоратуры? Это потому, что вы не вошли во вкус, не распробовали. И я научу вас их любить, как и вокал. Но для этого подпишитесь на канал, чтобы не пропускать наши с Заей новые ролики. А на сегодня все. В видео сниматься Зайка любит, а фоткаться Зайка категорически не любит.